журнале The Economist вышла статья «Новая терапия. Как украинских военных лечат с помощью кетамина». В ней рассказывается о том, как психоделики помогают военным преодолевать полученные травмы. Предлагаем вам статью в кратком пересказе. В начале 2023 года военный психолог и медик Игорь Холодило эвакуировал товарищей, когда в его джип попал снаряд российского танка. Он получил тяжелые ранения, но проведенные операции спасли его сердце и зрение. Однако врачи не смогли исправить его невнятную речь и заикание. После случившегося он едва мог общаться. Игорь перепробовал все виды радикальной терапии, но ему ничего не помогало. Тогда он познакомился с доктором Владиславом Матриницким, пионером украинской психоделической психотерапии. Во время приема врач предложил Игорю попробовать в качестве лечения кетамин. Игорь не ожидал, что из этого что-то получится, но решил рискнуть. Но результаты лечения оказались поразительными. После первого сеанса его заикание практически исчезло. Еще через 5 сеансов он почти вернулся к нормальной жизни. У него пропали ночные кошмары, страхи перед повседневностью. По его словам, кетаминовая терапия далась ему нелегко. Но она позволила ему избавиться от травмы, вызвавшей негативные симптомы. «Я вернулся к тому, что можно назвать жизнью. Я чувствовал легкость, просто блаженство», — вспоминает Игорь. Кетамин разрешен в Украине для лечения психических заболеваний с 2017 года. Терапевтическое использование психоделиков имеет долгую историю и было изучено в Америке еще в 50-60-х годах прошлого столетия. После эпохи хиппи наркополитика в отношении них ужесточилась, и психоделики стали приравниваться к тяжелым наркотикам. Но в последние десятилетия во многих странах мира они переживают так называемый психоделический ренессанс. Война с Россией поставила Украину в авангарде лечения психоделическими препаратами. Доктор Матриницкий руководит единственной в стране клиникой, предлагающей кетаминовую терапию. Он говорит, что за его плечами около 300 пациентов, страдающих от депрессии, посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, или тревоги. Большая часть его пациентов – украинские военные. 40-минутный сеанс в клинике Матриницкого, которая находится в Киеве, стоит 4000 гривен, около $160, хотя некоторым солдатам клиника предоставляет лечение бесплатно. Обычный курс длится от 2 до 6 сеансов. Доза кетамина составляет 0,5 мг на килограмм веса тела пациента и вводится с помощью капельницы. Психотерапевт в качестве ситера находится рядом с пациентом во время всего сеанса и, получив доступ к подсознательным травмам, убирает их из его жизни. По словам доктора Матриницкого, цель этих сеансов – затронуть подсознательные травмы. Мы превращаем воспоминания в метафорическое путешествие. Примерно треть пациентов, принимающих кетамин, получают чрезвычайно хорошие результаты лечения, а еще треть – достаточно хорошие. Плохие реакции, как правило это панические атаки, встречаются редко. Это служит сигналом к остановке сеанса и прерыванию капельницы. Доктор Матриницкий говорит, что большинство украинских солдат на передовой могли бы воспользоваться его лечением. Он винит стигму и советский подход в военной медицине в том, что они тормозят доступ к лечению и лоббирует идею сделать его более распространенным. Другая цель доктора Матриницкого – расширить лечение, включив в него такие запрещенные в Украине вещества, как МДМА и псилоцибин. В Верховной Раде и в Министерстве здравоохранения Украины в большинстве своем относятся к этому с пониманием. В мае прошлого года Государственный военно-реабилитационный центр «Лесная поляна» организовал конференцию по использованию психоделиков в психотерапии. Ксения Возницына, директорка этого центра, поддерживает использование широкого списка препаратов при лечении ПТСР. Однако она настаивает на точечном их использовании, когда другие методы уже не работают.
и выступает против экспериментов с психоделиками в действующей армии Украины. Возницына считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может быть одобрен в Украине в течение 6 ближайших месяцев. Первым шагом на пути к этому можно считать закон о легализации медицинского каннабиса в Украине, подписанный президентом Зеленским 15 февраля 2024 года. Власти Украины объясняли принятие этого закона в том числе и тем, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим стрессовым расстройством.